башмачков твоих. Ты как, в порядке? Воспоминания? Я так испугался, когда ты сознание потеряла. Но все-таки мы с тобой в рубашке родились. Кому расскажи, не поверят. Ну все, пора нам двигаться дальше. Надеюсь, больше мы тут никого не встретим. Все съебало. Эх, вот бы нам сейчас укутаться в теплое одеяло. Налить чайку. Сидеть себе у печки и ни о чем не думать. Ты только это, нос не вешай. Должно же нам сегодня повезти. Погода что-то совсем дрянная становится. Сейчас что-нибудь случится. Бух ты мой. И шагу назад. Прорвемся. Смотри, кажется, там что-то есть вдалеке. Эй, люди, человеки. Похоже, никого нет. Есть идеи, как попасть внутрь? Так, нам тоже не пробраться. Может, нам чем-нибудь сломать эти доски, а? Вот же, а? Ладно, не будем отчаиваться. Придумаем что-нибудь еще. Интересно. Думаешь, через крышу?
Окей. Ух. Да тут не сильно теплее, чем снаружи. Ну, ветра нет, и то хорошо, правда же? Ну да, это лучше, чем ничего. Так, что у нас тут такое? Мама, подарок. Твой подарок самый теплый. С днем рождения, доченька, пусть тебе всегда будет тепло. В этой меховой шапке помню, что любовь матери сильнее самой лютой стужи. 18 октября 44-го. Да, я прочел. Так, я очень люблю тебя, мамочка, безмерно скучаю. Так, не грусти. Чего в бреду уже словно целую вечность. Бреду уже словно целую вечность. Я не знаю, на правильном ли я пути. Другого выхода у меня все равно нет, мама. Ноябрь 44-го. Так. Дорогие, любимые мои Катя и Асечка. Нет слов, которые бы описали, как мы вам, по-моему, скучаем. Мы живем дружно. В нашу деревню пока еще не сунулся немец. Есть хлеб и свежее молоко. Чего еще желать? Не представляю, каково вам должно быть на чужбине. Одна радость, что живы. Что доносится все-таки иногда от вас весточка. Пусть весь этот кошмар закончится. Да, и что-нибудь поскорее. Любим вас и ждем с нетерпением в нашей деревушке. Ваша бабушка, тетя Лида и малыш Егорка. 18 октября 43-го. Все. Ох, эта печка наше спасение. Наконец-то согреемся как следует. Помнишь, папа показывал, как разжечь костер? Сначала бумага, потом деревяшки, ну и поджигаешь потом. Так, ну что? Без дров нам огонь не развести. Это понятно. Так, давай поищем дров и бумагу. Оу, а ты ведь у нас неплохо на коньках катаешься. Да. Жаль, что сейчас не до этого. Я сейчас тоже так сложно. Не зря этот шкаф сюда подвинули. Метет же! А, вон наверху бумажки, да? Ну, понятно. Наелся, уснул. Ты не беспокой усача. Кто-то так старательно заколотил дверцу. Может, и не стоит туда лезть, а? Стой. Жемчужные сережки. Странно, как они тут оказались. Отлично. Так, у мамы были такие, но она выменяла их, чтобы подарить мне шапку. Понятно. Вскрыть. Окей. Так, еще больше, да? Готов поспорить, она испугалась не меньше. Так, ножичек. Не похож он на кухонный. Я бы не трогал. Краску эту с пальцев потом не отмоешь. В смысле не трогал? Кружка нам еще пригодится. Да я нож хочу забрать. Ну ты варежка. Ах ты, блин. Какой ты товарищ варежка. Ты, блин, не товарищ, да. Что у нас тут?
Чего это пол так скрипит под весом маленькой девочки? Погреб. Да тут есть подпол. Страшно. Страшно. Интересно, что там внутри? Так, здесь больше ничего. Давай печь сначала растопим, а потом покатаемся. Замерзнешь ведь. Я посмотреть только. Дальше. Так, это уже интересно. Что у нас тут? А Спички. здесь, похоже, осталось несколько спичек. Ура! Посмотрим. Как по-немецки. Так, 2 марта 39-го Ульрих сказал, что мы переживем всю эту беду в лесу, будем жить в его домике, и никто нас не найдет. Волнуюсь. 20 апреля 41-го. Уже почти год так живем. Ульрих охотится на диких животных. Я готовлю и навожу уют, насколько это возможно. Кажется, что весь этот ужас обходит нас стороной. Иногда Ульрих собирается за провизией в город. Мой живет растет с каждым днем. Не знаю, как мы проведем роды, но ехать в город со мной — это слишком большой риск. 10 октября 41-го. Давно я не возвращалась к записям, явно одно. Да, жизнь полна чудес и сюрпризов. Все. Да, Ульриху удалось привести своего старого знакомого доктора, чтобы он принял роды. Так и появился на свет наша маленькая Анна. Это самое прекрасное создание. 3 января 42-го. Зима в этом году особенно злая. С трудом поднимались с постели. Болит живот, лихорадит. Ульрих отправился за лекарствами в город 3 дня назад. Еще никогда он не задерживался так долго. Мы с малюткой пока держимся, хоть и с трудом. О плохом стараюсь не думать. Все. Не-не-не-не-не-не-не. Книги мы жечь не будем. Книги мы К тому жечь же не отсырели они, не загорятся. будем. Газеты надо найти. Какие красивые и добрые люди. Поменяется от этого. Шутка. Знакомый эрзац кофе. Не чай, конечно, но тоже сойдет. Эрзац кофе. Изменитель. Тише, тише, тише. Уложить ребенка — это счастье для мамы. Не будем их будить. Женщина сидит с этим. С ребенком. Так, хорошо, а где бумага-то? Как я понял, ее муж не вернулся. И она теперь одна. А ты неплохо придумала, набрать снег в кружку. Молодец. Остается только нагреть, и будет нам кипяток. Это да, тут осталось бумагу. Чисто в теории, да?
А, подожди. Руками эти доски точно не оторвать. Там, наверное, можно. Так, а где у нас что-то? Согласен, лазить по чужим вещам нехорошо. Но не переживай, мы же лишнего не возьмем. Да, только самое необходимое. Смотри, Стамеска. у папы такая же стамеска была. Он тебе тогда еще коня Аркашу смастерил. Возьмем на всякий случай. Еще спички. Коробок пустой, вот засада. Чего? Еще поищем. Детская одежда в такой жуткой хижине как-то не вяжется. Подсырели. И зачем они нам без ружья? Вон. Опять не открывается. Положено. Так, ну тут все окей. Открываем. Стамеска, всё, колупа. Вот и стамеска пригодилась. Кажется, поддается. Теперь вторую. Вот так. Еще немного. Ура, получилось! Что же там внутри? Как же без этого? Какой необычный подсвечник. Как он там называется? Собой. Документы какие-то. Язык незнакомый. Будем надеяться, что ненужное. Да и выхода у нас нет. Бумага есть бумага. Ну да, это лучше, чем книги сжечь. Давай, документы сожгем, паспорта, все остальное. Какой необычный подсвечник. Так и нахер он здесь вообще? Вот для чего? И с ними ничего не сделать. Указать, что разработчики евреи. Давай осмотримся. Я Где-то не здесь понимаю. точно должны быть дровишки. Или типа это евреи скрываются от немцев. Так, что еще раз? Так, давай осмотримся. Где-то должны быть дровишки. У нас еще дров нет. Так, подожди. Давай осмотримся. Где-то здесь точно должны. Так, погоди. Ну, что брать не хочешь. Так, ну здесь мы посмотрели. Шкаф, сюда, все глянули. Да? Не открывается. Так а эти доски, нет? Где они? Все. Сжечь эти доски. Или на улице, наверное. Или внизу. Вон трава. А давай-ка дровишки в печь покидаем. Приступим. Холодно-то как. Понятно. Так не пойдет. Сначала растопка. Так, блин, она не захочет, не хочет залазить. Это что за фигня? Теперь А. дровишки. Вот так. Теперь можно поджигать. Так. Ура, получилось! Живем. Теперь почти как дома. Вот бы еще этот кофе заварить. Что?
давай заваривать наш напиток. Остается дождаться, пока снег растает. Так. Там не видно. Скоро закипит. Осталось только добавить кофе. Ох, черный как ночь, а какой аромат. Кружку хватай осторожнее, горячая. Так, ну давай теперь устроимся поудобнее в кресле, потому что с кипятком лучше не бродить туда-сюда. О, съебался. Теперь отдохнуть можно. А доставай-ка припасенные сухари. Ничего себе, на запах прибежала. Угостим соседку. Пора гостей. И правильно, мы же тоже человек. Может, дождемся весны здесь, втроем? Сейчас. Ты только представь, огонь трещит, птички поют. Ты задремала в кресле, я греюсь на печи. Эх, шучу я так, конечно, шучу. Нам с тобой есть куда идти. Давай, доставай письмо. Уж больно перечитать хочется.